Вчера мы стали свидетелями того, как Азербайджан активно формирует информационный фундамент для возможной агрессии против Армении. Один из проправительственных ресурсов в Баку опубликовал целый репортаж о том, что якобы Армения готовится к нападению на соседнюю страну. Это классическая пропагандистская тактика – представить жертву в роли агрессора, чтобы оправдать собственные действия. Подобные сценарии уже не раз использовались в разных конфликтах, и сейчас история повторяется. На деле Армения физически не способна готовиться к атаке, ее военный бюджет несоизмеримо меньше, наступательный потенциал отсутствует, а основное внимание сосредоточено на обороне. В то же время Азербайджан в последние годы активно наращивает вооружение за счет поставок из Турции, Израиля, Пакистана и ряда европейских стран, ведет агрессивную политику и устраивает провокации на границах. Подобные информационные вбросы – это не просто пропаганда, а подготовка почвы для возможной эскалации. Аналогичные шаги предпринимались и в других конфликтах. Обвинение противника в агрессии, чтобы затем оправдать собственные удары. Сейчас Баку действует по той же схеме. Заранее представляет Армению виновной, чтобы в будущем использовать это как предлог. Основная цель такой информационной кампании – запугивание, создание хаоса внутри Армении и попытка убедить международное сообщество в том, что потенциальная эскалация будет лишь ответной мерой. Важно не поддаваться на провокации, но при этом понимать, что если подобные вбросы активизировались, значит готовятся и дальнейшие шаги. Об этом свидетельствует и внутренняя политика Азербайджана. Власти усиливают давление на независимые СМИ, ограничивают доступ к альтернативной информации и готовят общественное мнение к возможным военным действиям. При этом далеко не все в азербайджанском обществе заинтересованы в новой войне. Если раньше конфронтацию оправдывали борьбой с сепаратистами, то сейчас явного повода нет, но пропагандистская машина уже работает над его созданием. Примечательно, что на фоне всей этой агрессивной риторики Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что текст мирного соглашения уже готов к подписанию. По его словам, армянская сторона готова обсуждать сроки и место подписания, а также стремится сблизить позиции сторон. Пашинян отметил, что ключевые положения соглашения уже известны общественности, так как они обсуждаются на протяжении 4 лет. Полный текст пока не опубликован, но, по словам премьера, в нем нет скрытых пунктов, и он представляет собой компромиссный вариант, приемлемый для Армении. Сегодняшнее выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на 12-й глобальном Бакинском форуме содержало ряд спорных заявлений, демонстрирующих амбициозность и взгляды, не всегда соответствующие современным реалиям. Одним из ключевых тезисов стало утверждение, что Азербайджан якобы играет роль моста между глобальным югом и севером. Однако эта концепция выглядит преувеличенной, особенно с учетом того, что движение неприсоединения, на которое делает ставку Баку, давно утратило прежнее влияние и изначально не преследовало подобные цели. Хотя гуманитарная помощь остается важным аспектом международной политики, позиционирование Азербайджана в качестве глобального связующего звена звучит как попытка создать громкий информационный повод. Не менее примечательно заявление о Бакинском прорыве в контексте состоявшейся конференции КОП-29. Применение столь громких формулировок к стандартному международному мероприятию вызывает вопросы. Что касается энергобаланса, то, несмотря на экспорт газа в Европу, роль Азербайджана в общем энергоснабжении ЕС остается скромной. При этом критика со стороны западных СМИ в отношении Азербайджана выглядит особенно контрастно на фоне заявлений о его значимости в энергетической сфере. Отдельного внимания заслуживает тезис о мире на Южном Кавказе как заслуги Азербайджана. В официальных заявлениях Баку нередко декларируются мирные инициативы, однако на практике силовые методы продолжают использоваться и оправдываться на высшем уровне. Еще одно заявление «Сильная армия как залог справедливости» вызывает дискуссию. Интерпретация справедливости через военную силу скорее напоминает политику давления, чем реальный путь к стабильности. Также прозвучали обвинения в адрес наблюдательной миссии ЕС, которую Баку фактически назвал разведывательной структурой.
Без представления конкретных доказательств подобные утверждения выглядят как элемент общей риторики конфронтации с ЕС, что вряд ли способствует стабильности в регионе. Таким образом, выступление Алиева содержало ряд спорных, нереалистичных и идеологически мотивированных заявлений, направленных на формирование определенного информационного фона и продвижение выгодной интерпретации текущей ситуации. Азербайджан не стремится к миру, а формирует условия для нового конфликта. Заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о завершении переговоров по тексту мирного договора между Арменией и Азербайджаном на первый взгляд может показаться значимым шагом к урегулированию конфликта. Однако анализ условий, выдвигаемых Баку, показывает иную картину. Мирный процесс используется скорее как инструмент давления на Армению, нежели как реальный механизм достижения стабильности. Армения официально подтвердила готовность подписать соглашение, заявив о завершении переговоров и предложив опубликовать совместное заявление. Однако Азербайджан отказался от этого формата, предпочтя сделать одностороннее заявление, в котором не только объявил о завершении переговоров, но и выдвинул дополнительные условия, выходящие за рамки самого договора. Одним из таких условий является требование внести изменения в Конституцию Армении, исключив любые упоминания, которые могут трактоваться как территориальные претензии к Азербайджану. Однако Конституция – это суверенный вопрос, который регулируется исключительно в рамках внутреннего законодательства страны. Навязывание подобных условий демонстрирует не стремление к миру, а попытку диктовать политические решения другой стране. Другое требование касается ликвидации Минской группы ОБСЕ и ее структур. Хотя Баку давно занимает жесткую позицию по этому вопросу, прекращение деятельности международных организаций – это не двустороннее, а глобальное дипломатическое решение. Тем не менее, Азербайджан пытается исключить любые внешние механизмы регулирования конфликта, что дает ему больше возможностей для давления. Если бы Азербайджан действительно стремился к подписанию мирного соглашения, то согласился бы на совместное заявление и продолжил техническую работу по оформлению договора. Однако на практике Баку использует переговоры как инструмент выдвижения новых требований, создавая дополнительные барьеры. Такой подход указывает на стремление не к мирному сосуществованию, а к достижению полного политического и юридического доминирования. Более того, складывающаяся ситуация может стать основой для дальнейшей эскалации. Если Армения не примет навязанные условия, Баку может представить это как отказ от мирного процесса и использовать в качестве предлога для новых действий. Вдобавок, Азербайджан пристально следит за реформированием армянской армии и ее перевооружением, что в дальнейшем может быть использовано как аргумент для обвинений и обострения обстановки. Таким образом, под предлогом мирного соглашения Азербайджан создает условия для односторонних уступок со стороны Армении, одновременно формируя почву для возможной эскалации. В этих условиях Еревану важно сохранять последовательность в переговорах, добиваясь подписания договора без навязываемых условий, превращающих его в инструмент политического давления. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.